баба дома. Гладкий мир без волос на этом просторе. Освободись от волосни, скинь уже лохмоть. Привет! Вы на канале Шугаринг дома, и с вами я, Юля Рябова. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить колокольчик. Ну а сегодня выйдет долгожданное видео о обзоре паст. И начнем мы с фирмы Юскис. Сделаем обзор как паст, так и восков. А еще для вас у меня есть приятный сюрприз. Я хочу провести розыгрыш среди моих подписчиков. Буду разыгрывать вот такой набор картриджных восков и полоски для депиляции от фирмы Юскис. Это уйдет в одни руки. Во вторые руки второму человеку уйдет у нас паста фирмы Юскис 600 грамм. Ну и третий подарок лично от меня. Это моя закрытая ссылка, мое обучение стоимостью 5000 рублей. Итак, какие условия нужно выполнить, чтобы поучаствовать в розыгрыше? Вы должны подписаться на мой канал и оставить комментарий под этим видео, написать «хочу», а также перейти в мой инстаграм, ссылка будет под видео, подписаться на мой инстаграм и оставить под последним постом также слово «хочу». А розыгрыш мы проведем 12 марта в прямом эфире на YouTube канале. Проверьте, чтобы были выполнены все условия, потому что если не будет выполнено одно из условий, я буду генерировать дальше до тех пор, пока не попадется человек, который сделал все как нужно. Ну, смотрите мое видео. Гори, зря баба дома. Гладкий мир без волос на этом просторе. Освободись от волосни, скинь уже лохмоть. Так, сегодня я пригласила модель. Я надеюсь, по звуку будет нормально будет. Я микрофон забыла. В общем, пригласила модель. Мы будем делать шугаринг ног до колена. Длина здесь хорошая, примерно сантиметра 2. Как раз таки проверим, как будет забиваться паста, потому что сегодня будет обзор. И подмышки. Подмышки же. Вот подмышки я попросила побрить, чтобы проверить, как будет работать воск. Уберет ли он такую длину подмышкам где-то 3-4, да? 3-4 дня. Так, буду делать. Сейчас давай. Что там, что видишь? Вот такой пастой Юскис. Я буду брать ультра софт, а потом буду брать медиум и софт. Медиум и софт. Паста простая, состав у нас что? Заявлено глюкоза, фруктоза, вода. То есть без лимонного сока должна работать хорошо. Сейчас посмотрим. Дальше буду обрабатывать до-после вот такие пенки. До и после. Тоже все прислали мне на тест. Будем пробовать вообще, как они себя поведут в работе. Потому что до этого я пенками не пользовалась. У меня все было в виде лосьонов. Итак, ну так, думаю, будет хорош, потому что он с оксидом цинка. Посмотрим, насколько он будет мелкодисперсный. Это будет интересно. Вот и сейчас пасту. Подойди. Так, паста у нас выглядит вот так вот. Так, вот мы видим медиум, она чуть потемнее, ультра софт чуть посветлее, но вот такая красивая паста. Посмотрим сейчас, как она будет в работе. Так, ножки обработаем. Вот лосьон пенка до депиляции ваниль. Так, салфеточку сейчас возьмем. Так, все, пойдем обрабатывать. И видим, что ноги довольно-таки сухие у нас. Так, смотрим, вот пошла пенка. Так. Вообще пенка, я говорю, впервые пользуюсь. Не знаю, как себя поведет в работе. Будет интересно. Ну да, пахнет ванилью. Пахнет ванилью, прям заметно. Походу я много тут сделала. Ну ладно. Впервые использую, но ее, походу, надо вообще совсем чуть-чуть, видите? Я тут потоп развела целый. Но я говорю, пользуюсь, для меня это тоже впервые.
Поэтому я бы могла, конечно, потом озвучить с петличкой, но чтобы все были первые впечатления, снимаю вот так. Так, сейчас возьму еще одну салфетку, потому что я переборщила с пенкой. Надо подсушить. Вот, в принципе, она впитывается. Так, сейчас еще раз посмотрим состав. Угу, сейчас нормально. То есть пенки, получается, надо совсем там, буквально чуть-чуть. Много ее не нужно делать на зону. То есть буквально, я думаю, одного нажатия, максимум 2, этого будет достаточно. Я что-то подумала, что наоборот нужно много. Сейчас посмотрим вообще, как она кожу обезжирит, чтобы паста нормально прилипала. Так, ну вообще в составе, что у нас тут есть таких? Ну тут есть аминокислоты, но посмотрим, как они будут. Ромашка, лимон, ну, глицерин есть, но есть и, в принципе, вот вижу алкоголь-динат написано. То есть, в принципе, обезжирить должно кожу. Так, берем тальк. Так, смотрим тальк. Угу, тальк хороший. Мелкодисперсный тальк и плюс оксид цинка. Это прям вообще бомба. То есть будет классно сокращать поры. Именно за счет оксида цинка. И плюс то, что он мелкодисперсный, будет хорошо в поры проникать. Так, разносим. В принципе, на ногах можно и рукой разносить. Лучше немножко тряпочкой, чтобы поглубже загнать салфеточкой. Так. Угу. Так, все. Смотрим. Я сначала возьму... Там, наверное, не слышно, а что это? Вот медиум. Давайте я возьму немножко медиум. То есть средний. И чуть подмешаю сюда, допустим, софта. Так. Попробую смешать. Смотрим, как пойдет. И возьму софт. Возьму софт. Немного. Начнем. Делать. Посмотрим, как она будет прокатываться. В принципе, катится хорошо. Пасту я не разогреваю, то есть паста не разогретая. И ведет себя хорошо, по крайней мере, в прокатке. Сейчас, раз тут у нас идет перемешивание, я там чуть захвачу. Пока большую не взяла, кусочек. Будем работать небольшим куском. Чтобы вообще посмотреть, как она в работе и понять, как с ней работать. Потому что до этого пасту Юскис я не пробовала. Всегда хотела, но как-то не пробовала. Так, все, смотрим. Снимаем. В принципе, ну понятно, что убирает чисто. Угу. Так, смотрим. Вроде бы хорошо все снялось. Так, корешочки есть на пасте. Сейчас при таких длинных волосах посмотрим, насколько быстро забьется вообще паста. Продолжим дальше. Снимаем. Не забывайте, да, про натяжение. Так. Неплохо. Пару волосочков. Так пока хорошо. Так. Идем дальше.
Так. Тут вот чуть у нас подпотела нога. Тихонечко попробуем. В принципе, с одного промаза все уходит, то есть паста работает. Также вставайте чуть на эту сторону. Вот так-то паста катится вообще, в принципе, хорошо, даже несмотря на то, что она уже все равно с волосами, так сказать, не первой свежести, но раскатывается хорошо паста. По плотности вроде бы нормально. Прям чтобы смягчить, пока мне не хочется. Так, сейчас тут линию проведем. Так вообще на обзорах смотрю, у них прям пасты там чуть ли не жидкие какие-то. Но они их разогревают. Я пасты не разогреваю. То есть считаю, что паста должна работать в неразогретом виде. Так, давайте сейчас тут еще полосочку проведем. Пока паста у нас катится. В принципе. Так. Чуть продавливаем. Но это кто работает в моей технике, то чуть продавливаем. Обязательно. Так, пару волосочков сейчас. Ну, понятно, что волос длинный, он чисто убирается. Но здесь интерес в том, что насколько хватит вообще этого комка, насколько долго он будет в рабочем состоянии находиться. Так, сейчас. Так, пока у нас все нормально идет. Так, тут чуть уже подрывается, видим, да, пласт рабочий. Сейчас волосочек. Так, ну в принципе сейчас посмотрим, перейдем на вторую ногу. Смотрим, что как там будет. Сейчас наоборот один достанем. Так. В принципе, паста, она в рабочем состоянии. Но уже так, конечно, с натяжкой идет. Давайте попробуем все-таки сюда добавить, подсвежить. Подсвежить сюда, добавить. Давайте ультрасофт. Возьмем ультрасофт. Прям что паста хорошая, пластичная. Я ее подсвежу сейчас комком пасты.
Где-то примерно с середины наносим. И ведем. Ну, понятно, что ультрасофт мягкая, она прям хорошо себя чувствует. Смотрим вообще, насколько ультрасофт сохранит рабочее свое состояние. Потому что, как правило, эти пасты очень быстро свое рабочее состояние теряют и начинают растекаться. Так. И снимаем. Так, все, сейчас у нас будет перемешиваться. То есть, в принципе, мы, грубо говоря, сделали половину ноги, да, передней. Нет, половину не ноги. Ну да, половину ноги, переднюю часть. И я только тогда подмешала. В принципе, при таких длинных волосах это нормально. Что за... Так. Сейчас тут снимем. Все. Комочек у меня большой, тут где-то остались. Промажем сейчас. Но я говорю, что паста уже не первой свежести, где-то остаются. Сейчас мы немножко их подцепим. Угу. Все. Так, спробуем эту сторону. Пока паста себя чувствует нормально. Ну вот я добавила ультрасофт. И пока что нормально катится. Сейчас я там вот возьму. Это слишком толстый слой получился. Так. Снятие должно быть резким. Тогда у нас будет хорошо волос уходить. В принципе, какие-то единичные остаются, но это нормально. Угу. Так, сейчас вот на этот блок. Пойдем. Угу. Так, сейчас тут. В принципе, волос хорошо, но волос достаточно тонкий. Прям белых луковиц не видно, но корешки все есть на пасте. Так. Там боковиночку доделаем и будем переворачивать. Вообще, конечно, в перчатке не супер, но работать можно. Ага, вот тут. Сейчас надо было показать, наверное. Вот, в принципе, видно. Белые луковички такие видно. На конце белое. То есть, в принципе, луковички мы подхватываем. Хорошо. То есть, несмотря на то, что паста уже не первой свежести, мягко говоря, луковицы она захватывает. То есть, в принципе, паста рабочая и работает. Даже пропустила. Сейчас немножко вот тут вот так растут волосы. Чистим. Так. Чуть-чуть. Коленочки. То есть, в принципе, пока пластом работать можно, и работает он хорошо, ничего у нас не ломает
в рабочем состоянии полностью пласт. Ну и липкости вообще практически нет какого-либо липкого слоя. То есть вот буквально тут на косточках чуть-чуть. И все. Так, сейчас переворачивайся. Сейчас пойдем на ту сторону, также обработаем. Так, вот давайте сейчас буквально один пшик сюда, один туда. Смотрите, что он уже жидкий какой-то уже стал. Все, пена пошла, сейчас просто жидкий. Так, ага, вот как. То есть он сейчас в пену. Видите, даже опять я тут не могу настроиться, потому что не пользовалась таким раньше никогда. Сейчас подсушу. Так, подсушиваю. Паста у меня пока на руке. В принципе, он хорошо впитывается моментально. Вот при таких ногах, да, тут как гиперкератоз такой есть небольшой, то есть сухость, да, такая ног. И пенка вообще сразу же моментально впитывается. То есть, в принципе, неплохо она себя показывает в работе. Так, талькуем. Так. И продолжим все той же пастой. Посмотрим, что из этого получится. Так. Здесь начинаем в эту сторону. Пока все хорошо у нас идет. Вся фишка вообще в медленном нанесении, чтобы практически 99% 100 снять с первого же промаза. Так. Потихонечку снимаем. Так. Угу. Можно было взять поменьше саму зону нанесения, потому что волос-то длинный. Тоже видно, да, где-то корешки, где-то луковички. Смотря какая фаза роста. Так. Сейчас вот здесь чуть-чуть у нас промежуточек остался. В принципе, паста пока все нормально. Идет все хорошо. Но там вот немножко влажная уже нога. Но, в принципе, отлично. То есть тут дочищаю буквально пару волосочков. Ну и все-таки все равно волос после бритвы, да, видно, что где-то короче волос, где-то длиннее. Так, сейчас мы будем, наверное, прокатывать и сразу же убирать. Так будет проще. Угу. Потому что там слишком большая территория для такой длины волоса. Так. Пока, кстати, вообще прекрасно катится паста. Несмотря на то, что уже как бы, да, такая вот она. Не первой свежести, так сказать. Угу. Вот тут уже завершим.
Потому что тут уже кверху пушковый волос растет. И снимаем. Так. Смотрим, что где. Вот видите, тут вообще максимально чисто убрала. Сейчас чуть подчистим. Нога вообще, можно сказать, что чистая. И видите, там максимально боковинка проходила, и у нас уже сзади маленькая полосочка волос осталась, чтобы себе работу упростить. Боковиночки дочищаю. Так. Волосок. И перехожу на следующую ногу. Сейчас будем котика чистить от волос. Я про татуировку имею в виду. Так. В принципе, паста работает, но видите, уже немножко оставляет, да, после себя волоски. Так, сейчас сделаю 2 нанесения. В принципе, с ультрасофт даже вообще круче получается. Хотя я такую плотность не очень-то вообще любила всегда. Но здесь она прям стабильная и рабочая. Что прям, конечно, восхищает, так сказать. Потому что вообще во всех пастах это практически ультрасофт, ну, жижа, мягко говоря. То есть, наверное, тут даже еще бандажная, да, есть паста. В принципе, плотность. Я думаю, что она тоже себя неплохо проявит. Даже при мануальной технике. Ну, естественно, в миксе с какой-нибудь пастой. Вот уже сейчас практически все. Сейчас я уже, конечно, попробую этим комочком доработать. Уже тут чуть-чуть осталось, но вот ко второй ноге, то есть, да, паста прям, я скажу, что уже выработалась. То есть прям уже чувствуется, что какие-то пробелы остаются, и ее надо сильнее протягивать, чтобы она все волосы подчищала. Так. Угу. Осталась у нас верхняя часть. Волосы растут в разном направлении. То есть то так приходится делать. Угу. Где не было волос, аж отпало. Так. То есть уже немножко прилагаю усилия, чтобы протянуть. Потому что волос длинный, все-таки забитая над длинными волосами. Уже тяжелее работать, но ногу доделаю, чтобы уже тут, не знаю, на небольшой участок не брать уже следующий комок. Так. Здесь. Так, смотрим, что у нас получилось. Боковинка чуть-чуть. Так, сейчас уберем липкость. В принципе, она липкого слоя не оставляет. То есть, как бы вообще нормально работает. Я думаю, что хорошо. И прям никаких обломышей нет. То есть, чувствуется прям гладкость. Возможно, еще пенка. Потому что она все-таки идет с увлажняющим.
И на какие-то прям ноги без гиперкератоза, да, или там не сухие, я не думаю, что она прям будет супер. Но в данном случае она прям супер сработала. Все, сейчас закроем пенкой. Вот, мне тоже прислали в виде пенки. Так, вот пенка после. А тут даже до и после, та чисто до, это подходит и до и после. Так, здесь у нас уже идет с мелиссой, с ромашкой. Угу, посмотрим. Все при вас, вскрываю и открываю. Угу. Более густая пенка. Опять, наверное, много. Разносим. Угу. Буду левой рукой делать, с правой я уже выкинула перчатку вместе с пастой. Так. Вообще, кстати говоря, во-первых, и ноги, да, не особо-то, я бы сказала, красные, можно сказать, что вообще не красные. То есть раздражение тут, блин, я не знаю, минимум самый, где-то вообще нет. И пенка, да, вот вообще в тему просто в модели у нас подошла. Тоже, кстати, ванилью пахнет. Хотя про ваниль там не написано, но пахнет ванилью. Сейчас попробую. Нет, не пахнет она ванилью. Мне показалось. Это даже больше без запаха. Так. Кожа вообще, кстати говоря, как вот увлажненная и вообще гладкая. Классно. Так, все, сейчас переворачивайся. Так, сейчас тут обработаем. А пенка вообще ничем не пахнет. Понюхаем даже. Кто взяла? Ну, все, мне кажется, вот внутри вот так, да, то есть это все пенится дело. Как будто бы все равно ванилью, мне кажется, пахнет. Не знаю. Хотя вроде тут ванили нет, но мне все запах ванили кажется. Так. Но это уже более густая по консистенции, чем та. Угу. И можно все-таки поменьше. Я как-то сегодня много наношу. Ну, тут видим, да, чуть красная она, все пройдет. Именно пенка успокаивающая, я бы даже, наверное, сказала. Как раз против воспалений. Вот потом подмышки сделаем, посмотрим, как у нас ноги себя будут чувствовать. Так. Стяпка на паузу. Угу. Так, сейчас подмышки. Вот подмышки видно, да? Тут где-то 3-4 дня после бритвы. Я вообще просто капельку его сделаю, потому что у меня тут салфетка до сих пор влажная. Обработаем, смотрим, как это будет на подмышках. Здесь уже кожа не сухая. Где-то, да, потовые железы. Я там проплавила, сейчас покажу. Полимерный, но это, я бы сказала, полуполимерный воск. Состав плохо видно, я вам скажу, потому что глицерилрезинат это у нас натуральный, да, воск. Этиленций-полимер, тут это понятно. То есть такой 50 на 50 полуполимерный. Содержит и натуральный, и синтетический воск, да, то есть полимеры он содержит. Так, что тут у нас? Понятно, что есть мика, это типа слюды, что он такой весь блестящий, перламутровый. И есть у нас экстракт. Так, вот написано Citrus Amaro Flower Oil. Сейчас посмотрим. То есть вот внутри.
Вот такой цвет очень красивый, да, вот прям такие как блески тут даже есть. Так, сейчас посмотрим. Тут у меня температура показывает некорректно, этот двойной воскоплав. Ну, то есть примерно до температуры 40, да, мы его подогрели, уже он остыл. Так, беру на шпатель, наносим. Я специально там чуть-чуть расплавила. Так, наносим сразу же сначала. Так, что у нас тут? Волосы растут по-разному, поэтому наношу сначала в одну сторону, потом в другую, не соблюдая роста волос. Как, допустим, работает тот же Skins, все полимерные воски, да, без соблюдения роста. Разносится он хорошо, довольно-таки тонко разносится, комфортно, удобно. В принципе, застывает тоже, можно сказать, что уже застыл. Так, вот, да, в принципе, уже так неплохо. Угу. Что, можно уже снимать? Угу. Вот видите, как мало убрал и как много осталось. Так, давайте попробуем еще прям максимально подсушить и притальковать. И нанести, хотя вот волосы подтянул. Заметно волосы длиннее стали, чем были. Так, талькуем. Нанесем сейчас в другую сторону и посмотрим, что получится из этого. Сейчас уже максимально подсушили подмышку. Так, наносим вот в эту сторону. Чуть надавливаем, чтобы приподнять волоски все. Так, из того края сейчас еще. Так. Чуть подмазала, в принципе, можно было и подмазывать. То есть наносится очень комфортно и хорошо. Застывает, в принципе, тоже быстро. То есть время пластификации буквально, не знаю, секунд 5, наверное. То есть хорошо. Сейчас я хорошо подсушила и посмотрим, как он сработает. Оттягиваем. Уже лучше. Вот. То есть сейчас уже много он волос убрал. Вот эта вот часть, видите, да, в основном остается у нас. Так. Сейчас давайте все-таки это, думаю, у нас тот воск, наверное, еще. Давай пока другую подмышку. Давайте пока вот над этой подмышкой посмотрим. Там, если что, мы возьмем другой воск. То есть, как видим, вот этот полуполимерный воск короткие волосы убирает не очень хорошо. Я почему специально и просила модель побрить, потому что понятно, что длинный волос уберет любой воск. Хоть самый дешевый, хоть самый дорогой, хоть полимерный, хоть не полимерный, любой. А вот справиться с короткими волосами может не каждый воск. Так. Смотрим, что здесь получится. Прям натягиваем. Ну, тут я уже максимально просто высушила, да, чтобы никакой влажности не было. Как бы он убирает, но вот эта часть всегда остается. Сейчас другую сторону нанесем. Так, также прям все подсушим хорошо. То есть сколько слоев вы наносите, столько раз вы талькуете. С воском здесь такое, чтобы не травмировать кожу и так далее. Наносить можете сколько угодно раз, но тальковать.
Так. Вот я говорю, разносится, то вообще прекрасно. Сейчас посмотрим. Подсохнет. Либо подольше подождать, чтобы он подсох. Давайте чуть-чуть еще время дадим. Ну вот по мне, по запаху, он особо ничем не пахнет, в отличие от полимерного воска, тоже Люскис. Так, ну все, уже будем снимать, уже все высохло. Так. Ну что, сколько-то убрал. Ну видите, он подтягивает больше слои. А этот слой, ну это явно подмышка чище на 2 раза, чем предыдущая. Полимерный воск, полностью синтетический. Я сейчас его добавлю в тот полуполимерный. Посмотрим, что получится. То есть тут у нас уже идет, видите, да, уже полимер на 2-м месте. То есть прям это полностью у нас титаниум диоксид добавляется, это для цвета, чтобы он был непрозрачный. Сейчас посмотрим, что у нас получится в паре. И обязательно мы его протестируем еще отдельно. Добавляем. Немного его добавлю. Посмотрим вообще, как он поможет ли нашей работе или нет. Так, сейчас чуть проплавится. Этот воскоплав, он температуру неправильно показывает. Смотрим. Прям больше буду цеплять, где у нас вот этот лежит воск. Угу. Так, сейчас пока прикрою. Сделаем, как притылькуем опять же хорошенечко, да, с этой подмышки начнем. У нас главное вот этот низ, мне прям совсем плохо убирается. Так, и беру наш шпатель, вот прям в перемешку, он такой цвет получился чуть посветлее. Посмотрим, спасет ли он наше положение или нет. Так, сначала нанесем в технике воска, чуть подстудим. Потому что я-то была уверена, что у нас все уберется хорошо и тем воском. Но что-то как-то не срослось. Так, сейчас посмотрим, как это он, да, тут уже посветлее, что-то посветлее воск. Так. Угу. И тут время застывания подольше будет у нас, чем у того. Но вообще, в принципе, если со скинсом сравнивать, скинс тоже долго застывает. Тут сейчас пока в перемешку, потому что у меня нет свободного воскоплава. Потом обязательно на забритых попробуем уже чистым полимерным воском. Так. Угу. Тут уже прям вот, смотрите. Видите разницу, да? Прям просто фокусировку-то что? Прям просто вообще небо и земля, да? С тем. Посмотрите, он с первого раза практически всю эту канитель убрал. Вот, пожалуйста, вам полимерные и полуполимерные воски. Разница в цене, сами понимаете, где-то раза в 2 примерно будет. Раза в 2, в 1,5. Ну и в работе сразу видно, сколько вы тем будете маяться, доставать эти волоски, и сколько вы будете полностью полимерным воском доставать эти волоски короткие. То есть сэкономит ваше время, ну и даже деньги сэкономит. И кожу клиента. Все, сейчас с этим же донаношу. Уже в другую сторону. Сейчас посмотрим в технике шугаринга больше. Ну и то, смотрите, я смешала. То есть, в принципе, можно смешать, и уже он себя хорошо проявляет. А если делать чистым, то будет вообще огонь. То есть, вот второй, да, полуполимерный тот воск, все-таки, конечно, не то.
Для длинных волос он, наверное, нормально будет, для коротких нет. Угу. Вот видно, что да, это вот аппликация сейчас для сравнения светлее, чем вот это вот. Так вот. То есть раз я их смешала. Тот такой бледно-сиреневый, прям фиолетовый. Вообще, я с руководителем разговаривала, да, вот Юскис. Она мне сказала, что сырье для вот этого полимерного воска, оно итальянское. Поэтому понятно, что качество, сами видите, да, какое. Все, сейчас техники шугаринга, тут чуть не подзастыло у меня до конца. Снимаем. Посмотрите вообще. Что у нас тут? Прям прекрасно, да, вот вверх убрали. Низ вообще, можно сказать, весь уже убрали. Вот тут вверх только остался. Просто идеально работает. Я бы сказала, примерно так же, как и Skims. Только Skims стоит там еще в разы дороже. То есть тут прям цена-качество, я бы сказала, прям огонь соотношения. Так, сейчас вот тут верхушку дамажу. Угу. И там тут чуть пару волосочков осталось. Дамажу. То есть разные направленного он действия. То есть он как против роста, так и по росту. Как в технике воска, так и в технике шугаринга сработал одинаково хорошо. То, что я люблю, когда не надо заморачиваться, как растет волос, наносишь, как говорится, не думая, и снимаешь. Чем вообще вот эти вот полимерные воски синтетические мне и нравятся сейчас. Потому что очень упрощает работу. Не надо, как в пасте, соблюдать направление роста волос. Ну, все, можно сказать. Все снялось. Вот. Тут один остался какой-то волосок. То есть вообще, насколько лучше и чище. Ну и тут еще, смотрите, какие-то светлые даже поднялись. Слой. То есть весь пушок все собирает на своем пути. Так. Ну вот два волоска вот эти сейчас сверху. Так, все, вот видите, тут даже какая у нас, да, немножко как типа кожа воспаленная была тем воском, потому что, скорее всего, он с кожей взаимодействует неплохо. А тот, конечно, полимерные воски, они чем лучше с кожей не взаимодействуют. Что тонковато намазала. Так. А там чуть температура, походу, убавила сильно. Так. Вот. Сколько сняли. Сейчас в другую сторону промажу. 5 это место остается. Вот с той стороны снимать стол. Так вот. Хотя я прям толкую. Тут, кстати говоря, можно было бы по маслу. Давайте сейчас раз так. Видите, как на коротких волосах-то делать? Вот это, конечно, полимерно, вообще тоненько разносится. То есть его прям я сильно тонко не делаю. Так. Чуть дадим подсохнуть. Сейчас посмотрим, как уберется. Если еще останется, то сделаем по маслу. В принципе, тоже, если тонко наносишь, так он быстро высыхает. Практически все. Ну и все-таки хочу заметить, техники воска лучше работает все-таки, да? Даже полимерный.
воск. Так, вот тут давайте пару волос буквально сделаем. У меня есть такое вот масло от этого локса. Сейчас боюсь переборщить просто. Переборщила. Сейчас я это чуть-чуть. Потому что его надо каплю, иначе воск будет скатываться. Сейчас попробуем по маслу тут сделать. Посмотрим, что будет. Вот тут остался тут волосок, тут несколько. Смотрим. Давайте также пока в технике воска нанесем. Угу. Вообще, есть кто работает по маслу? Напишите там в комментариях, мне вот интересно. Я вот все хочу, но боюсь сделать бикини подмышки по маслу. Ноги-то ладно, можно. Сейчас посмотрим, как сработает. Вот тут тоже суховатая кожа на подмышках. По итогу оказалось. Так. Борта нормально не сделала. Смотрим сейчас, что у нас получится. В принципе, кстати, вообще хорошо. Все снялось. Вот, кстати, тут вообще можно было, да, вот на этой модели прям по маслу делать все. Прям хорошо, видите, тоже тянется так неплохо. Так, ну все, обрабатываем сейчас. И все. Сейчас обработаем и посмотрим на ноги. Чуть раздражение есть, но оно придет. Вот видите, да, короткий волос, много аппликаций. И что мы получили? Если бы изначально работали по маслу и полимерным воском, было бы, конечно, намного лучше ситуация. Но здесь, на первый взгляд, кожа не казалась сухой. Но потом, как видите, да, вот я увидела, особенно на аппликациях. Но, в принципе, нормально сейчас кожа успокоится. Так, давайте ноги посмотрим. Ну вот практически уже все прошло. То есть красота еще есть, но ноги прям вообще хорошо. То есть вся эта пенка зашла. Так, ну все. И не забывайте, да, про розыгрыш. Это я в начале видео говорила. Буду разыгрывать, я вот не пользуюсь, полоски и 2 картриджа теплого воска, тоже Юскис. Условия какие: подписаться, поставить колокольчик и написать в комментах «хочу». Ну или что-то типа того. И еще второго победителя я вот такую бандажную пасту разыграю. Потому что тоже как бы бандажными техниками в шугаринге я как-то не пользуюсь. Вот разыграю такую пасту. Но я думаю, кстати, она будет не особо жидкая. Это будет второму победителю. Ну и отправка, так как у меня много англоязычной аудитории, за ваш счет, ребята.